Наггетсы. Что это и как их готовить? Привет, друзья! В предыдущем своем ролике я обещал вам показать, как готовить наггетсы. Не теряя времени, приступим. Филе куриной грудки выдержал в холодной воде с уксусом около часа. Прополоснул чистой водой. Сначала я обрезал с кусочков филе все лишнее. Теперь нарезаю прямоугольными кусками по 2-3 см. А толстые куски разрезаю еще и вдоль, чтобы они все были толщиной примерно 1 см. Для кляра в отдельную тару насыпаю панировочные сухари, в другую муку, а в третью вбиваю пока одно яйцо. Все эти ингредиенты по мере использования в процессе панировки буду, разумеется, пополнять. Яйцо подсаливаю и взбиваю ложкой. Мясо тоже солю, перчу смесью 5 перцев по своему вкусу. Здесь главное не перестараться. В принципе, можно ограничиться этими двумя специями, но я решил еще добавить к мясу купленную смесь для курицы и индейки. С ней наггетсы получатся еще вкуснее. С этими или с какими-то другими специями, если вы будете их использовать, тоже аккуратнее. Добавляйте по своему вкусу. Особенно если употреблять готовый продукт будут еще и маленькие дети. Остается размешать куски филе, чтобы все специи равномерно покрыли их. Следующий этап – панировка. Сначала каждый кусочек или сразу несколько опускаю в муку, затем со всех сторон обволакиваю мясо яйцом, потом отправляю их в сухари, которые очень хорошо прилипают к яйцу. Лишнее яйцо с кусочков мяса стряхиваем. Перерасход этого продукта нам не нужен. Советую вам запанировать все подготовленное мясо и сложить его на какую-нибудь сухую поверхность, например, на большую разделочную доску. Теперь финальный перед употреблением этап, собственно говоря, превращения сырого мяса в кляре в наггетсы. Это можно делать и в сковороде, но лучше взять не широкий и глубокий сотейник или такую же кастрюлю. Поставить на плиту, налить рафинированное растительное масло. У меня на это потребовалось где-то 700 мл. Дать ему прогреться на максимальном огне. Проверить, достаточно ли прогрелось мясо, можно сухой деревянной палочкой или лопаткой. А можно опустив небольшой кусочек панировки. Если вокруг палочки или панировки образуются пузыри, то масло готово. Кусок панировки я вынимаю, чтобы он потом не подгорел и не испортил вкус масла. Теперь по несколько штук опускаю в масло куски мяса, причем пока масло еще не полностью подошло к рабочей температуре, я кладу в первую заправку чуть меньше кусочков, а в последующей заправке довожу их количество до 9 штук. В этом процессе главное, чтобы количество мяса в масле не сильно остудило его, температура масла должна быть всегда рабочей, а это видно по выделению пузырьков. Жарю мясо примерно 5-6 минут. При этом хотя бы один раз переворачиваю куски в масле. Если кто-то будет жарить наггетсы в сковороде, то там уж точно их нужно будет переворачивать, прожаривая каждую сторону примерно по 3 минуты. Когда корочка кляра на поверхности филе обретет красивый золотистый цвет, можно доставать наггетсы. Выкладывать их советую на тарелку с бумажными полотенцами или салфетками, чтобы собрать лишний жир. В этом случае корочка на следующий день останется хрустящей, а не отсыреет. Вторую партию я уже заряжаю полноценную. Кладу штук 9 кусочков. И не забываю следить за температурой прогрева масла. Независимо от того, готовите ли вы наггетсы на газовой или на электрической плите, всегда можно убавить или прибавить температуру так, чтобы за 5-6 минут корочка становилась нужного нам цвета. А это будет означать, что и мясо под корочкой тоже приготовилось, а не осталось полусырым и не превратилось в подгоревший сухарик. Наггетсы готовы. Ставьте с ними уже упомянутый мной в начале сырный соус и кетчуп. И приятного аппетита! Готовьте вместе со мной. Спасибо всем, кто подписался и кто подписывается сейчас на мой канал. И всем, кто нажал на колокольчик. Благодарю вас за комментарии и за то, что делитесь ссылкой на мои ролики со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Всем пока!